История 3 катастроф в Республике Конго с самолетами ОКБ имени Антонова. И причина у всех одна – халатность. Самолет Ан-32Б с экипажем авиакомпании «Московские воздушные линии» выполнял полеты по лизинговому договору с местной авиакомпанией African Air в Республике Заир по маршруту Киншаса-Кахемба. В 11 часов 40 минут 8 января 1996 года выполнялся грузовой рейс по перевозке продуктов питания и товаров народного потребления из аэропорта Ндало, Киншаса. Взлетно-посадочная полоса была сухая, с асфальтовым покрытием, длиной 1700 метров. Взлет выполнялся в 11 часов 40 минут по местному времени, с закрылками выпущенными на 25 градусов. На 28 секунде после начала взлета, при скорости 130 км в час, руль высоты был отклонен до 20 градусов и оставался в таком положении до конца полета. На 32-й секунде от начала разбега угол тангажа увеличился на 3,5 градуса. Уже на 39-й секунде скорость достигла 194 км в час, что соответствует скорости подъема. При заявленной взлетной массе самолета 26 тонн. На 42-й секунде скорость достигла скорости отрыва 204 км в час, но отрыва так и не произошло. Самолет продолжал движение. На 47-й секунде экипаж попытался прекратить взлет уборкой рычагов управления двигателей, а через 3 секунды снятием воздушных винтов с упора. Действия экипажа по прекращению взлета не предотвратили выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и аэродрома. Следы торможения на взлетной полосе отсутствуют. Аэродром не имеет ограждения со стороны выходного торца взлетной полосы. Сразу за полосой, перпендикулярно ее оси, проходит дренажная канава, затем шоссе, а за ним начинается городской рынок. В процессе выкатывания самолет ударился об бруствер дренажной бетонной канавы, выехал на территорию рынка, пронесся по торговым рядам около 240 метров и загорелся от столкновения с рыночными постройками. Бортмеханик самолета погиб. Остальные, находившиеся на борту, получили травмы. В результате катастрофы, по сведениям Красного Креста, на земле погибло 297 человек. Загрузку самолета выполняла авиакомпания African Air в отсутствии экипажа и без учета особенностей самолета. По расчетам, взлетная масса составляла 34 тонны, то есть превышала максимально допустимую норму 27 тонн. Причиной катастрофы явилось выполнение полета с взлетной массой, превышающей максимально допустимую, а также халатность наземных служб при загрузке самолета и отсутствие контроля экипажем. Особо тяжелые последствия от авиационного происшествия обусловлены наличием на территории, принадлежащей аэродрому, рынка с большим количеством людей. На этом происшествия в городе Киншасе с самолетами завода «Антонов» не закончились. Уже спустя 11 лет, 4 октября 2007 года, самолет Ан-26, осуществляющий смешанный грузопассажирский рейс по маршруту Киншаса-Чикапа, Канада, вылетел из международного аэропорта Нджили, города Киншаса. Самолет принадлежал авиакомпании Africa One и арендован компанией Malifт Air. Во время взлета у самолета внезапно отделился воздушный винт правого двигателя, что привело к потере подъемной силы и высоты. Пилоты пытались сманеврировать, однако самолет из-за нарушения центровки накренился и задел деревья. От удара лайнер потерял правое крыло, перешел в пикирование и упал на жилой район Киншасы, разрушив при этом несколько домов. На месте крушения обнаружен один выживший член экипажа, бортмеханик. Причиной катастрофы стали конструктивные недостатки, вызванные износом деталей двигателя и обшивки самолета, который долгое время эксплуатировался в условиях тропического климата. Имела место перегрузка лайнера. На самолете, по одним данным, вместо заявленных 16 человек летели 27. По другим данным, на борту было не более 20 человек. Количество груза на борту неизвестно. После катастрофы власти страны заговорили о запрете полетов самолетов ОКБ имени Антонова. Однако, кроме разговоров,
никаких действий в отношении запретов осуществлено не было. В катастрофе погибло 52 человека, среди них 3 российских летчиков. Но спустя еще 4 года, 21 марта 2011 года, потерпел крушение Ан-12 в Республике Конго. Самолет принадлежал авиакомпании Transair Congo. Выполнялся рейс по маршруту Браззавиль-Пуэнт-Нуар. При заходе на посадку встали 3-й и 4-й двигатели, без срабатывания системы автофлюгирования. Из-за авторотации винтов и сильного разворачивающего момента самолет перевернулся через крыло и рухнул в районе жилого квартала города Пуэнт-Нуар на юге Республики Конго. Экипаж 4 человека и 5 пассажиров погибли. На земле погибли 14 человек. Причины катастрофы – техническая неисправность воздушного судна. Известно, в 2006 году, за год до катастрофы, данное воздушное судно было признано негодным к дальнейшей эксплуатации. Причина всех данных авиакатастроф – это халатность авиакомпаний с целью экономии. Но только такая экономия приводит к гибели людей. Ответственность за случившееся лежит на руководстве авиакомпаний и правительстве.